Всем привет! Мы постоянно что-то переделываем. И на этот раз добрались до автомобиля Lada Largus. Из цельного металла сделали рефрижератор. Об этом сегодня вам и расскажем. Поехали! Lada Largus относится к сегменту микротоннажных автомобилей коммерческого назначения. Как она появилась? Взяли Renault, французскую марку, почти полностью, начали собирать у нас в России, прилепили логотип. Получайте, Lada Largus с пропиской в России. Исполнение кузова у нас одно, но модификации у нас три. Это грузовая, двухместная модификация, которая может приобретаться вами и эксплуатироваться в обычном режиме, либо переделываться под рефрижератор, как мы это сделали. Вторая модификация – это уже пассажирская версия, пятиместная с небольшим грузовым отсеком, либо уже семиместная модификация. При этом есть большое количество разнообразных цветов кузова, комплектации самого шасси. Выбирайте то, что вам именно подойдет. Коротко расскажу про сам автомобиль. Передняя подвеска у нас независимая, дисковые тормоза, 15 колеса. На автомобиле установлен АБС. На задней подвеске у нас зависимая балка, барабанные тормоза. Хотя можно было тоже, наверное, и диски поставить. Полная масса нашего автомобиля 2 тонны. Это очень важный момент, потому что в Москве начали действовать ограничения по полной массе не более 2,5 тонн по коммерческому транспорту. этому автомобилю это не грозит. Собственная масса автомобиля 1275 килограмм. Это 725 килограмм грузоподъемности без утепления и установленного холодильника. Из системы активной безопасности на нашем автомобиле установлен АБС и система регулировки тормозных усилий. Задняя ось у нас не рессорная, а на амортизаторах. Запасное колесо располагается под автомобилем в нижней части. Горловина топливного бака располагается в задней части автомобиля с правой стороны. На современных автомобилях существует большое количество запираемых систем. На этом автомобиле этого нет. Подарок для тех, кто любит сливать топливо. На автомобиль Lada Largus устанавливается бензиновый инжекторный двигатель. Его класс Евро 5, модификация 1, но исполнение 2. Вы можете выбрать 8-клапанный мотор мощностью 87 лошадиных сил, это будет отечественный, либо вы можете выбрать реношный мотор 16-клапанный. У него уже 102 лошадиные силы. Если вы планируете автомобиль эксплуатировать на дальних расстояниях по трассе, если вы планируете устанавливать сюда холодильное оборудование, то мы настоятельно рекомендуем выбирать версию с более мощным двигателем, потому что с 80-сильным мотором и установкой холодильника и кондиционера мощность вашего мотора значительно упадет. При этом бензиновый двигатель инжекторный позволяет сюда установить газобаллонное оборудование, что даст вам серьезную экономию при эксплуатации этого автомобиля. Но имейте в виду, что установку ГБО и холодильника все нужно узаканивать и вносить уже запись, соответствующую в ПТС. Наш автомобиль в максимальной комплектации. Дополнительно к стандартному оборудованию здесь установлены передние противотуманные фонари, регулируемые рулевые колонки вверх-вниз, гидроусилитель рулевого управления, аэрбэк водителя идет в стандартной комплектации бедной. Здесь дополнено пассажирским аэрбэгом. Сиденье водителя регулируется в 2 плоскостях вперед-назад, плюс спинка вверх-вниз, имеет кнопку обогрева. Здесь дополнительно установлены электростеклоподъемники. Здесь дополнительно установлен центральный замок с включением либо из салона, либо снаружи, с водительской стороны. Здесь есть декоративные, красивые пластмассовые вставки цвета алюминий. У нас установлен штатный кондиционер, который мы при установке холодильного оборудования для нашего заказчика сохранили. Это было важно, потому что заказчик заботится о безопасности и комфорте своих водителей. На автомобиле установлена штатная магнитола, которая имеет возможность проигрывания радио,
диска с функцией MP3, флешки и имеет функцию Bluetooth для подключения громкой связи. Все, что касается салона и шасси, это базовое заводское, туда мы практически не лезем. Самое интересное начинается тогда, когда мы с вами залезаем в отсек. Итак, если в стандартном автомобиле до утепления доступны 3 проема: с правой стороны дверь, с левой стороны дверь и задние распашные двери, то при утеплении внутреннего пространства этого автомобиля под температурный режим минус 20 градусов, глубокую заморозку, мы делаем целую капсулу внутри и блокируем обе боковые двери. Они не работают. Остается только одна задняя дверь. Если мы делаем утепление под температурный режим плюс 5, минус 10, то мы по вашему желанию можем сохранить боковые двери, либо заблокировать. В нашем случае левая дверь была заблокирована, а правая сохранила свой функционал. Вы имеете возможность доступа внутрь отсека с правой стороны, со стороны тротуара. Это удобно при разгрузке где-то в условиях города Москвы. Теперь об утеплении поподробнее. Утепление нашего автомобиля проводил наш подрядчик, компания Кросси. Мы выбрали нашего подрядчика по причине того, что этот автомобиль предназначался для температурного режима плюс 5, минус 10. Глубокая заморозка нам была не нужна. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол, после чего сам фургон обшивается этим материалом толщиной 50 мм. После этого закатывается вот такими формованными, подогнанными уже в конкретный автомобиль пластиковыми панелями, закрываются арки, остаются технологические отверстия для обслуживания задней подвески. На полу стелится лист рифленого алюминия. Посмотрите. Проем правой двери сохранен. Длина такова, что можно достать рукой практически до края противоположной стенки. Соответственно, с выгрузкой продукции у вас не будет никаких проблем. С инженерной точки зрения конструктив панели продуман очень хорошо. За это им отдельное спасибо. В случае необходимости вы можете снять панели, чтобы получить доступ к внутренней части самой железной части двери. Инженеры сохранили болт крепления кронштейна запасного колеса, соответственно, со специальной выемкой, с утеплением, хорошо подогнанные резиночки, дверной проем. При этом доступ к задним фонарям, а также амортизационной стойки задней оси также сохранен, красиво спрятан, сделан безупречно. Теперь самое интересное, какие размеры у нас здесь получились после утепления. Итак, без утепления стандартный заводской фургон вмещает сюда по заводским меркам 2,5 куба объема. После утепления мы примерно имеем в чистом объеме где-то порядка 1,7-1,8 куба, потому что с учетом неудачной геометрии, дверных проемов, холодильника, передней стенки со скосом, мы получаем здесь неправильное геометрическое пространство. 1 евро палет вы здесь без проблем разместите, если вы возите в палетах, больше никак. Если в коробках, то смотрите сами. Расстояние до передней стенки нижней ее части получаем 176 сантиметров. Примерно на уровне 40 сантиметров от пола идет перепад передней стенки. Здесь мы с вами получаем 156 сантиметров от середины до самого верха. По ширине между арками мы получаем 94 сантиметра расстояние между арками. Ширина дверного проема, он у нас выполнен здесь отдельно, 91 сантиметр. Высота дверного проема 76 сантиметров. Я вам сразу говорю эти размеры, чтобы вы понимали и могли считать, какое количество коробок сюда поместится. Высота внутри отсека без проема 88 сантиметров. Примерно
21 сантиметр у вас съест передняя часть за счет установленного сюда холодильного оборудования, то есть ее испарителя. При этом грамотно продумали переднюю часть, и вы видите, что шланги и дренаж спрятаны внутри этой панели, и здесь нет никакого дополнительного короба. Если для вас важен там каждый сантиметр объема, то утепление Кросси в этом плане выигрывает, нежели утепление завода Исток. У Истока более прямоугольная конструкция утепления, у них сильнее теряется объем. По прикидкам, при утеплении отсека на температурный режим минус 20 у вас останется где-то в районе 1,4-1,5 куба. При утеплении фургона под там, плюс 5 минус 10 и панелями толщиной 50 мм у вас здесь порядка 1,8 куба остается. Размер от левой стенки, в которой была заглушена боковая дверь, до проема правой двери, которая у нас работает. До проема 125, до самой двери 131. Холодильное оборудование, которое сюда мы установили, российского производства. Это марка Elenge. Модификация S07T. 07 это модель, обозначение ее мощности. Индекс Т это то, что обозначает, что холодильник работает как на охлаждение, так и на обогрев. Он универсален. На данном объеме этот холодильный агрегат будет без проблем работать для температурного режима плюс 5, минус 10. Конечно, и заморозку он может потянуть до минус 18, минус 20 градусов, только если на улице не будет выше где-нибудь там плюс 28 градусов и автомобиль не будет эксплуатироваться в условиях города. То есть вышли на трассу, 25-27 градусов, минус 18 у вас там будет. Но наша задача вас предупредить. Эта модификация специальной формы, более обтекаемая, нежели стандартный модельный ряд. Специальная, называется накрышного типа, имеет красивый обтекатель, гармонично смотрится с автомобилем, и сейчас в большинстве случаев только такие мы будем ставить, чтобы это было красиво и эстетично на автомобиле. Пульт управления холодильной установкой находится внутри салона. О особенностях его работы я предлагаю посмотреть непосредственно. В штатной комплектации нашего автомобиля присутствовал заводской кондиционер для водителя. Задача нашего заказчика была сохранить кондиционер для водителя и холодильную установку внутри фургона. До определенного момента такая задача была невыполнима, и компрессор кондиционера просто выбрасывался. Но сейчас, в настоящее время, технологии развились настолько, что мы можем комбинировать и кондиционер внутри кабины, и холодильное оборудование. Как это получилось, мы сможем с вами посмотреть на небольшой панели под блоками, где разместились пара тумблеров и контроллер управления холодильной установкой. Здесь размещается специальный пульт управления холодильной установкой. Функционал работы холодильника таков. Первая позиция – это включение холодильной установки и работа холодильной установки на тепло. Второе положение – это работа холодильной установки на отрицательную температуру. Отдельным специальным тумблером здесь включается кондиционер для водителя. Включили, для себя выбрали температуру, включили вентилятор и ждем охлаждения вас в жару. На автомобиле даже установили задние парктроники. Вася, иномарка вообще, слушай, получилась. Ребята, время подводить итоги. Что у нас есть? Самый доступный автомобиль в своей ценовой категории, если сравнивать с конкурентами. Российских аналогов практически нет в таком исполнении. В исполнении VIS шасси есть модификация VIS 2349, но там 3,5 куба, 4 куба, до 5 кубов. Это маленький автомобиль для тех, кто возит по Москве, у кого дорогая какая-то продукция. Он красивенький, он в хороших разных комплектациях. Этот автомобиль с полной массой 2 тонны не попадает под ограничение нового грузового каркаса. Грузоподъемность автомобиля изначально была 725 килограмм. После утепления и установки холодильного оборудования был выписан новый ПТС с отметкой «Рефрижератор». Грузоподъемность снизилась. Чистая грузоподъемность по ПТС 600 килограмм. Мы вам можем этот автомобиль утеплить под охлажденку, под заморозку.
В кубатурах у вас остается, надо рассчитывать где-то в среднем на 1,5 куба внутреннего объема и 1 палет вместимости. Надо двери, заблокируем. Не надо, оставим, будет у вас доступ с левой, с правой стороны, обязательно задние двери. Если надо сохранить кондиционер, как в этом автомобиле, мы вам его сохраним. Автомобиль собирается в России. До середины 2016 года попадал под субсидирование приобретения через лизинг 10%. Тоже неплохо. Наш автомобиль в этой комплектации по состоянию на сентябрь 2016 года получился по стоимости 1 миллион 21 тысяча рублей. Потому что здесь изначально мотор 16-клапанный, 102 силы, кондиционер, который мы сохранили, универсальное холодильное оборудование, качественное утепление, куча заводских опций, доп. Опций здесь антикор, защита днища, сигнализация с центральным замком, задние парктроники, коврики в салон, белый цвет, штампованные колеса. Друзья, хорошая, нормальная, интересная машина, которая и имеет перспективу. Можно ее удешевить за счет установки несохранения кондиционера или выбора базового шасси без кондея, установки холодильного оборудования без функции обогрева, если это вам не надо. Пишите, звоните, объясняйте, что вам нужно сделать. Мы вам это сделаем и вас порадуем. До новых встреч! С вами был Кирилл Сухин. Заезжайте.